Привет всем! Сегодня третий ролик из серии о принятии решений. Какие решения принимались по жизни, правильные, неправильные, к чему они приводили, каким последствиям. Вот про это рассказ. Первые два ролика вызвали, в общем-то, хороший интерес, большой объем комментариев, так что продолжаю. Итак, о чем будет третий ролик? Будет два решения. Одно об эмиграции в дальнее зарубежье и второе о выборе конкретной страны. Почему была выбрана эта конкретная страна, куда мы уехали. Итак, что это за время? Это конец 90-х и самое начало 2000-х. Мы из Казахстана перебрались в Подмосковье. Почему именно в Подмосковье? Почему мы не уехали сразу куда-то там за границу в другое место? А все очень просто. У нас элементарно не было загранпаспортов. А не было их потому, что еще действовала подписка. К моменту отъезда из Казахстана у меня еще было год или полтора года подписки. Откуда у нас были российские паспорта? Почему мы уехали от Подмосковья? А российские паспорта нам выдали на военном полигоне. Это был российский военный полигон на территории Казахстана. Соответственно, войсковая часть выдавала офицерам и служащим советской армии, тогда уже российской армии, обычные российские гражданские паспорта. Вот такой паспорт мы получили. Приехали в Подмосковье, у нас там была куплена квартира заранее. С этим паспортом был начат бизнес, туда поставлена прописка. Мы жили и ждали вот эти полтора года, пока истечет подписка. Когда подписка закончилась, соответственно, мы отправились получать загранпаспорта. И тут нас ждал сюрприз. Сюрприз. Когда мы сдали свои паспорта в милицию, в полицию, в паспортный стол, нам сказали: ребят, а у вас паспорта-то недействительные. Как это недействительные? Оказывается, вышел какой-то указ, по которому все паспорта, выданные войсковыми частями в ближнем зарубежье, не на территории России, были признаны недействительными. Мы полтора года прожили, а у нас паспорт, оказывается, недействительный. Что делать? Далее, вы где родились? Мы говорим, мы в Казахстане родились. Так и так. Получается, а вы, говорит, право-то на российское гражданство вообще не имеете. Стали биографию нашу смотреть, и оказалось, что у нас есть 3 года и 2 месяца, прожитых в Удмуртии по распределению. То есть мы по распределению попали в Удмуртию на военный завод, который делал ракеты СС-20. И вот на этом заводе проработали 3 года и 2 месяца. И вот это оказалось достаточным основанием, чтобы получить российское гражданство. То есть надо было прожить там более 3 лет на территории России. У нас вот 3 года 2 месяца хватило. Соответственно, нам дали паспорта гражданские и дали паспорта заграничные. И мы поехали. Съездили там, просто как туристы, съездили в Чехию. В Чехии к тому времени моя сестра с семьей уже обосновалась. Съездили в Испанию, там на Коста-Дорадо, насколько помню. Съездили в Болгарию. Немножко поездили по миру. Чем занимались в Подмосковье? Занимались бизнесом. То есть я в Казахстане начал заниматься бизнесом, увлекся, понял, насколько это хорошо, когда ты сам распоряжаешься своим временем. Это основное преимущество бизнеса, возможность распоряжаться самому своим временем. И, в общем-то, мысли куда-то идти, во-первых, уже возраст был, уже было хорошо за 30. Соответственно, куда-то идти наемным работником, специальность свою я почти не помнил, я радиоинженер по образованию. Остался бизнес. Бизнес стал организовывать, завелись какие-то знакомства, все было как везде, как в Казахстане. Была некоторая коррупция. В отличие от Казахстана, в Подмосковье был криминалитет, который, естественно, тобой сразу заинтересовался, и там надо было выстроить с этим криминалитетом некоторые отношения. А в Казахстане мы с таким не сталкивались. Это военный полигон, может, поэтому такая особенность.
Ну, в общем, стал понемножку там каким-то бизнесом заниматься. А там же немножко столкнулся с менталитетом местного населения. Был такой случай, который поразил. Ну, мы всю жизнь жили с какими-то соседями, ну, естественно, да. И всегда были какие-то денежные отношения, ну, давали долг, мы практически никогда не брали, но часто у нас занимали там в Удмуртии, мы работали на заводе, жили в общежитии, соседи были инженеры из Казани, татары. Ну, частенько у нас там десятку, там 15 рублей занимали до получки. Ну, дело житейское. Там тогда в те времена никаких расписок. Ну, занял десятку, вернул десятку. А также в Казахстане вот у меня друг, одноклассник, занял как-то у меня какие-то деньги, достаточно крупную сумму. Ну, также через там несколько недель прошло, он вернул. Ну, как-то это была вот обычная жизнь. И сосед, вот в Подмосковье, сосед по дому, мы как бы здороваемся, моя жена с его женой разговаривает, ну, как бы вот, ну, соседи. Обратился занять денег, сумма достаточно крупная, $1000. Вот он попросил занять ему $1000. Ну, как бы, ладно, сумма крупная. И что-то меня тогда дернуло взять у него расписку. Я говорю, нет, давай ты мне напиши расписку. И вот он написал расписку, все, и обязался там через месяц деньги вернуть. Месяц проходит, нету. 1,5 месяца проходит, нету. Но я его спрашиваю, дорогой, а вот ты мне там деньги должен? А он мне говорит, а я тебе, говорит, ничего не должен. И пошел ты вот, и сказал, куда мне надо пойти. Я говорю, ну как, ты что, расписку писал вроде как? Ну вот. Он мне сказал, куда мне эту расписку засунуть, соответственно. Ну, мне это не понравилось. У меня уже были некоторые вынужденные отношения с криминалитетом, к которому я обратился, дал эту расписочку, к товарищу навестили, он быстро поднялся, принес мне деньги, я отдал долю криминалитету. Ну, вот такие отношения, но это меня поразило, как бы вот сосед соседу, вот такие вот номера, ну, честно говоря, мне не очень понравилось. Ну, а так, люди как люди, ну, бизнес как бизнес, все как бы, то есть мы собирались там жить в Подмосковье, как-то развиваться, как-то выживать, ну, и все. И тут случились выборы 2000 года. Ну, то есть прошлый президент, который алкоголик, он все решил, что больше он не может совмещать алкоголизм с руководством страной, здоровье просто уже не позволяет, и решил, все, я устал, я ухожу. Соответственно, выборы. На выборах было таких 3 основных кандидата. Был ГБшник молодой, здоровый, был коммунист и был молодой экономист, кандидат наук Явлинский. Соответственно, стали думать. Ну, для нас вопроса не было, за кого голосовать. Мы голосовали за молодого экономиста. Потому что, ну, как бы он смотрел куда-то вперед. Это было какое-то будущее, ну, что-то понятное. То есть голосовать за коммуниста, ну, абсурд. Это коммунисты уже правили, ничем хорошим не закончилось. Голосовать за ГБшника, ну, это было отвратительно душе. Учитывая, что я сын сосланных и высланных, ну, это было абсолютно невозможно. И потом получились результаты вот этих выборов. В результате, ну, что там они, кто у кого украл, какие там голоса перетусовали, но общая картина такая, что вот молодой здоровый ГБшник получил 52%, коммунист 30%, а экономист 6%. Даже если у него там украли половину, ну, он получил 10%. То есть, вот мы оказались созвучны 10% населения России. То есть, мы оказались в абсолютном меньшинстве. Последовало некоторое размышление, как жить дальше и что все это значит. Было понимание, что мы чужие. То есть, мы приехали вот по менталитету, по рождению, по всему, мы, вот там, в Подмосковье, мы были чужие. Соответственно, для нас были важны некоторые элементы, такие как законность, такие как некоторая демократия и такие как
соблюдение прав человека. То есть такие общие демократические ценности. Именно потому, что мы чужие. Вот для человека своего, может быть, ему кому-то оказалось выгоднее. Да, вот у него оказались знакомые, родственники, кто-то встроился в вертикаль, им оказалось выгоднее положение без вот этих демократических всяких заморочек. Для нас было важно именно возможность найти правду, возможность как-то выживать в ситуации, когда мы чужие. Соответственно, какие выводы можно было сделать из результатов выборов? Вот выбрали молодого, здорового ГБшника. Во-первых, он навсегда. Вот в России всегда всех выбирают навсегда. Вот если кто-то уходит, то или вот допившись до чертиков, когда уже не может просто. Вот. Или когда его свергают там свои же. Вот как с Горбачевым случилось. Но в принципе традиции вот такой нормальной смены власти через выборы в России нету. И не было. И не будет, наверное. Соответственно, там вот этого молодого здорового, а он молодой, он здоровый, он ГБшник. Соответственно, какой-то перспективы, что он когда-то уйдет, было понятно, что нет. Он навсегда. Учитывая его всю биографию, было понятно, что никакой демократии, никакого там верховенства закона, никаких там гражданских свобод, ничего этого в перспективе не будет. То есть все это будет постепенно зажиматься, и в этом плане перспективы нет. Бизнес. Было понимание, что начнет строиться вертикаль. Ну какая вертикаль? То есть вот на самом верху он привлечет во власть своих друзей, знакомых там, с кем дзюдо занимался и так далее. И вот это будет построено на всех уровнях. То есть свободной конкуренции, какой-то возможности развивать свой малый и в перспективе может быть средний бизнес у тебя не будет. Так как у тебя нет шансов в эту вертикаль встроиться. Вот пришли вот это понимание. Сбылось ли это все, я в конце ролика об этом скажу. Вот насколько это все сбылось. Но было принято решение, что надо уезжать. Что Россия, конечно, очень хорошая страна, она большая, она, так сказать, с многими славными моментами, но нам здесь, наверное, места нету. Нам. Еще раз повторю, это касается вот нашего пришлого элемента. То есть для самих россиян, кто там родился, вырос, взгляд совсем другой, и я не могу говорить, что он там неправильный. То есть каждый человек ищет, где лучше, так же как рыба, где глубже. Да? Мы это все понимаем. Итак, было принято первое решение, как оказалось абсолютно правильное, что надо уезжать. И предстояло принятие второго решения. А куда ехать-то? Ну, во-первых, в то время, вот 2000 год, 2001 год, было еще все очень просто. Езжай практически куда хочешь. Со странами Восточной Европы даже виз не было, был безвизовый режим. Вообще, вот мы в Чехию ездили, в Болгарию, просто вот берешь и едешь. Не было виз. Для того, чтобы задержаться, получить вид на жительство, не надо было ничего придумывать, просто вот фирму регистрируй, все, зарегистрировал, вот тебе вид на жительство. Вот сейчас в Болгарии надо 10 человек трудоустроить, там, вот все. А тогда нет, вот фирму зарегистрировал, все, пожалуйста, вот тебе вид на жительство. У нас какие варианты были? Был вариант Германия, ехать в Германию. Был вариант Чехию, там родственники, мы в Чехии побывали, такая страна симпатичная. Был вариант Венгрии, тогда активно. Была некоторая информация в интернет, уже был интернет, и уже в интернет были некоторые иммиграционные предложения. Также в аргументах фактов, в газете, там колонкой публиковались рекламы вот этих агентств, которые занимались иммиграцией. Вот Венгрия, Испания и так далее. То есть выбор стран был. А в итоге мы выбрали Болгарию. Вот почему мы выбрали Болгарию, как мы до этого дошли, я вам сейчас коротко расскажу. Германия отпала по какой причине? Германия страна, конечно, великолепная, но я понимал, то есть денег у нас было мало. Там пару десятков тысяч долларов, там что-то такое. Ничего.
с такими деньгами в Германии какой-то организовать свой бизнес, ну, было нереально. А к станку или за баранку уже не хотелось. Я говорю, уже возраст был, ну, мне к 2000 году уже 36 лет. Уже попробовал бизнеса, уже попробовал вольных хлебов. Соответственно, вот вариант со станком или с баранкой, ну, как-то вообще не прельщал. А вариант как-то там устроиться, сидеть на социале, ну, тоже, во-первых, идею получил, во-вторых, тоже это как бы, ну, хотелось чего-то большего. Вариант с Чехией был неплохой, можно было устроиться, опять же, родственники там. Но в Чехии, во-первых, была проблема 1968 года, то есть вот отношение чехов где-то в глубине души, оно все равно нехорошее. И она осталась, и она будет переноситься так или иначе на выходцев из Советского Союза, во-первых. Во-вторых, ну, что-то мне там перспективы бизнеса показались очень какими-то сомнительными. Не знаю, но Чехия мне как-то на душу не легла. У меня на канале есть ролик про Чехию, про Теплице. Посмотрите, там рассуждения по этому поводу. Ну, какая-то Испания, это вообще не понять что и далеко, и чем там заниматься, и как на этом языке говорить, было абсолютно все как-то вот в тумане. И неожиданно, в общем-то, появился вариант Болгарии. Мы в Болгарии побывали. В 99-м году буквально. Поездка была фантастическая. Мы приехали, нас, естественно, мы купили отель на первой линии. Естественно, нас отправили на третью линию, потому что была какая-то перебронировка. Ну, обманули, естественно. Ну, мы отдохнули в отеле на третьей линии, там нас как-то обсчитали, как-то на променаде какие-то цыгане, там что-то такое вот, жуликоватые какие-то вот, ну, это фантастика. И страна такая грязноватая была, что-то, ну, полный бардак, какие-то по улицам трабанты ездят в Вартбурге, ну, какой-то автопарк, дороги раздолбанные. То есть тихий ужас. Мы поездили немножечко тогда по Болгарии. И мне все это очень понравилось. А почему понравилось? Вот здесь, пожалуйста, обратите внимание, вот кто молодой, кто бизнес какой-то планирует, кто жизнь свою менять планирует, вот послушайте тут внимательно. Да, вот в Монте-Карло очень хорошо, там в Лондоне, наверное, очень хорошо, вот, в Париже. А в Болгарии вот тогда было вот как-то так вот мизерно. Вот куда надо ехать бизнесмену? Вот умному бизнесмену надо ехать туда, где мизерно. И где есть перспектива. То есть зарабатываются деньги, тем более большие деньги, зарабатываются на разнице потенциалов. Там, где все уже хорошо и красиво, туда надо приезжать, уже имея деньги. Вот мы в Австрию приехали не для того, чтобы бизнесом особо тут заниматься, а для того, чтобы жить, получать удовольствие. Потому что у нас уже финансы для этого есть. А вот приехать в Австрию, такого гол как сокол, и попытаться тут заработать деньги, вот ничего у тебя не получится. 99,9%, что ничего у тебя не получится. Большие деньги зарабатываются именно на переходах. А переход предстоял. В Болгарии с 95-96 года была уже дорожная карта Болгария-Румыния, прием в Евросоюз. Что это означало? Это означало, что, во-первых, примут. Ну, понятно, на карту смотришь, геополитически надо Грецию связать. Греция оторвана от остального Евросоюза. Соответственно, что делать? Принимать. Болгарию, Румынию надо принимать. Если их примут, то появятся еврофонды. Эти страны будут развиваться. Их будут просто подтягивать до некоторого минимально приличного уровня Евросоюза. Понимаете? И возникнет та самая разница потенциалов. То есть страна, которая вот на нуле, которая лежит, ее принимает в себе общность, которая богатая, которая такая солидная. Соответственно, вот этому лежащему младшему брату ему подкинут денег на инфраструктуру, на какое-то развитие и подтянут до некоторого уровня. Соответственно, в течение некоторого периода, достаточно короткого, несколько лет, будет гигантский рост всего и везде. Рост активов, рост цен недвижимости, рост бизнеса и так далее, и так далее, и так далее. И финансы на это будут приходить из Европы. И если ты окажешься там в это время, во время вот этого перехода,
у тебя есть возможность действительно принципиально из твоей копейки сделать рубль, вот, а из твоей тысячи сделать миллион. Поэтому выбор был сделан в пользу Болгарии. А насколько этот выбор оправдался, ну, учитывая, что сейчас вот я сижу в Австрии, вот этот ролик я записываю в Вене, в своей квартире в центре Вены, ну, выбор был достаточно удачный. А все так и произошло. То есть пошли еврофонды, сделали дороги, цены на недвижимость выросли просто в разы. Появились целые новые отрасли, целые новые виды недвижимости. Курортная недвижимость на море, например. Вот чем я, собственно, и занимался. Вот на канале мне в роликах про лебедей все, вот эти деньги, так может жить только чиновник, который украл деньги из России. Ребята, ничего из вашей России я не крал. Никаким чиновником никогда не был. А деньги были заработаны в Болгарии на курортной недвижимости. Поэтому, так сказать, расслабьтесь, успокойтесь. Не все, кто живет в Австрии, украл что-то в России. И не все они чиновники. Было принято два решения. Оба решения были верные. Первое решение – уехать из России, а второе решение – уехать именно в Болгарию. И в следующем ролике я расскажу про то, что было в Болгарии, какие решения принимались там. В частности, будет тема немножко развита по работе с более сильными контрагентами, как надо работать, как гарантировать свои интересы, когда ты работаешь в неравных условиях. И там будет о принятии решения об отъезде в Австрию. Почему мы в итоге уехали из Болгарии в Австрию. Что такое произошло и что нас на это подвигло. Это будет интересно тем, у кого есть некоторые финансы и кто планирует, в общем-то, вести жизнь, ну, не особенно утруждая себя работой. То есть вести жизнь рантье. Кому-то это, вероятно, будет интересно. Итак, про Россию, да, все сбылось. Владимир Владимирович, он навечно, вот уже 20 лет прошло, еще конца края не видно. Он все такой же молодой, все такой же здоровый. Вот, дай бог ему долгих лет. Поэтому сколько он еще там пробудет, я не знаю. Ну, как бы нормальной жизни человека не хватит дождаться. Слишком долго. Что касается гражданских прав, там, законности, демократии, это вы видите сами. Ну, как там дубинками демонстрантов, как там наркотики подбрасывают, как там выдуманные дела абсолютно. Ну, то есть россиянам, возможно, нравится. Вот, судя по тому, что они так уверенно голосуют за Владимира Владимировича, ну, значит, им это по кайфу. Мне это не понравилось бы. В отношении бизнеса, да, у меня вот знакомый клиент в Болгарии, такой серьезный человек, серьезный бизнесмен, умудрился получить подряд какой-то там по работам к Сочинской Олимпиаде. Получил аванс, был гордый такой, ой, я сейчас, говорит, мне не до Болгарии, я там в Сочи строю объекты. А построил, в итоге ему ничего не заплатили. Вот как-то так. И уехал он в Болгарию, ну, ополовинили ему его состояние. Ну, бывает. В отношении малого и среднего бизнеса, ну, труба полная. Вот. Народ пишет, вопросы задает, у меня корреспонденция, ну, плюс есть некоторые друзья, знакомые в Москве. То есть, чуть-чуть ты высовываешься над малым бизнесом, как тут же к тебе приходят. И приходят не бандиты, как раньше, с которыми можно было, в общем-то, договориться на какую-то сумму и все. А приходят те, кому доля-то не нужна, кому нужно все. И в лучшем случае просто отжимают тебе пинка под зад. В худшем случае ты еще и посидишь на дорожку. То есть с бизнесом, с перспективами бизнеса тоже как-то вот трудно. Поэтому то, что уехал из России, ну, для меня это оказалось нормальным. Ну, опять же повторю, я был пришлый, чуждый элемент. И у меня, так сказать, требования и условия для меня были другие, чем для тех, кто родился в России и вырос. Посмотрите следующий ролик, который, я надеюсь, там через 2-3 недели сделаю, про то, что было в Болгарии
и про отъезд в Австрию. А на этом все. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, включите уведомления и успехов вам!